Серж Тундра читал, что Шишкин говорил про пейзаж в картине, что это кусок природы, лишенный случайностей. Согласен. Картина – это выверенная штука. В этюде можно сочинять, экспериментировать. В картине тоже можно, но эксперимент может не удастся. Лучше это делать на стадии подготовительных этюдов, работ, таких поисковых. А когда вы переходите к формату, то вот цепь событий, все абсолютно точно, каждый мазок на своем месте. Если этого нет, то это видит зритель. Что значит выверено все? Это значит сгармонизировано. Это значит нет случайных каких-то веточек, каких-то столбиков, каких-то еще там дерев. Вот их найдено дерев столько в пейзаже, столько вы их выделили из всего многообразия, чтобы сочинить гармонию. Конечно, у каждого своя, но гармонию. Вы сочиняете ее на основе того мотива, на который смотрите. Это, с одной стороны, упрощает задачу, а с другой стороны, жутко интересно сочинить на эту тему. Не срисовать в лоб, списать слова, а сочинить. Очень интересно. User UN. Можно ли делать копии старых мастеров, портреты гуашью? Ну, что ж нельзя. Или это пустая трата времени? Да можно любым материалом делать. Главное, чтобы вы отдавали отчет тому, что гуашь, например, не масло. И, исходя из этого, брали точные, тональные и цветовые отношения. Если это такая учебная задача, почему ж нельзя? Это очень классно. Ведь главная задача научиться видеть и, видя, передавать в материал то, что ты видишь. Не так, как кривая вывезет, как получится, а вот именно точно. Так что я поддерживаю. Спасибо. Друзья, не забывайте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Ставьте лайки, отмечайтесь в журнале, комментируйте, задавайте вопросы. Амаралкин. А как вы относитесь к своим юношеским работам? Нет ощущения, что они наивны, и сейчас вы бы сделали все иначе, а скорее всего вообще не стали бы их писать таких тем. Ну, к работам юношеским, конечно, ощущение есть такое, что они наивны. Но когда уже, даже казалось, что перед поступлением в Строгановку я ведь должен был принести, что я умею. И на это все смешно смотреть. Сейчас, хотя рисунки были интересные, а вот что касается живописи, это, конечно, мне казалось тогда, что все нормально. И я думаю, многим художникам, вот себя спросите, нормально же все у вас? Но почему-то бывает так, что поставишь свою работу рядом, я не знаю, с мастерами великими, и так сравнишь туда-сюда взгляд, и кажется, что что-то не так. А чтобы понять, что не так, нужно выучиться и, в общем, пройти определенный путь. Но он не короткий. Чем мы и занимаемся, кстати, в нашей онлайн-школе. Я напомню, что там реклама. За полцены можно приобрести 5 базовых уроков. 1, 13, 28 о перспективе, 52 и 53. Обратите на них внимание. Акция скоро закончится. User LY. Вячеслав, берете ли вы с собой в самолет этюдник? Этюдника у меня нет. У меня есть тренога, есть навесная палитра и краски. В таком пластиковом боксе. Конечно, вот скоро лечу в Прованс и буду собирать свой редикюль. Для этого еще надо зонтик хорошо бы взять. Так что беру. Все это в багаж. Вручную кладь беру только кассетник, для мокрых работ. И рюкзачок с компьютером. User YW, посмотрев ваш ролик, поняла, что пока соберешь эту конструкцию, свет уйдет,
и настроить тоже. Я все-таки как-то по старинке, с этюдником тяжелым или налегке с пакетом картона и красками, и стульчиком, и тряпочка от старой простыни. Ну, кстати, тряпочка от старой простыни тем более, когда начнете вытирать масляные краски, если маслом пишете, то, естественно, это масло потом разнесется везде. Ну, везде. Поэтому я рекомендую вытирать кисточки бумажными полотенцами. Ну, туалетной бумагой, в конце концов. По поводу конструкции, которая у меня тренога, навесная палитра, это собирается в течение 1 минуты. Ну, а зонтик прикрепить еще 1 минута. Быстро довольно-таки. Ну, вы, видимо, просто не пробовали. А с другой стороны, носить тяжелый этюдник хорошо, это же, в конце концов, тренировка. Ну, я наносился. Довольно-таки много пришлось тягать. Еще итальянский этюдник деревянный, тяжелый, весь обвешанный. И мне это надоело. Я решил, что-то надо придумать. Я же дизайнер, башка варит, шурупчики крутятся. И я придумал легкую конструкцию. Вот с кассетником, с треногой, с навесной палитрой. Ну и все. Зонтик купил. Можем наспор как-нибудь с вами встретиться. Засечем секундомер. Дадим старт. Отмашка флажком. Пошли. Вы соберете свой этюдник. Я соберу конструкцию. И кто быстрее напишет. Я не знаю, за 10 минут сколько мы напишем каждый работу. Это будет интересное состязание. Вообще писать на время очень ценная штука. И вот мои студенты, которые у меня были в Армении недавно на классе, они это отметили. Им очень понравилось писать короткие на время этюды. Мы, даже работы, они закончены. Я ставил таймер на 10 минут. И эти работы были гораздо мощнее, харизматичнее, чем длительные, где все разбирается на части. Так что рекомендую вам иногда ставить таймер и писать в ускоренном режиме. Тогда мозг отключается, ты не успеваешь все соображать, работают эмоции, чувства, а закладка отношений идет на автомате. И потихонечку развивается вот эта история, когда мы в автоматическом режиме, не думая, пишем. Екатерина Семенова. Посоветуйте, что и как долго рассказывать про себя на открытии своей выставки. Хочется все рассказать. Прям с момента рождения. Можно. Все важно. Хорошо, рассказывайте. Цепочка событий по мне интересная и увлекательная. Из серии «Как я дожила до жизни такой». Но посетители могут уснуть. А вы им стульчики не давайте, пусть стоят. И чтобы они не уснули. Кстати, лошади стоя спят. А знаете, как они спят стоя? Кстати, вот они же на 4 ногах. Очень интересно. Вот, например, 4 ноги, да, лошадь, она опирается вот сюда. Оп. Она сначала, вот на этих стоит, вот эти держит, а эти расслаблены, такая, на 2. Потом эти являются опорными, а эти расслабляются, она отдыхает. То есть меняет все это дело. Интересно, правда? Так вот, чтобы они стоя слушали вас долго, например, вы там часа 2 будете рассказывать про всю свою жизнь, и чтобы они не разошлись, есть один прием. Он работает идеально. Перед всем этим шабашем, событием этим, сделайте, такую лотерею, куда в какой-нибудь мешочек вы высыпите номера. И все возьмут номера, и какой-нибудь 1 или 2 номера выиграют что-то. Что придумаете? Рисунок, например, ваш, набросок какой-то. Представляете? Конечно, никто не уйдет, они будут ждать, пока произойдет открытие через 2-3 часа, когда, скажут, за стол все, есть там, что-то вы там дадите, им все расхватает тут же, все выпьют, если вино, то особенно. Поэтому лучше все. А когда они уже немножечко хороши, и когда музыка, если есть живая, то особенно приятно. И под этот мотив
вы делаете лотерею. Значит, и какой-то там номер, там 23, выиграл рисунок. Конечно, все будут ждать и выслушают весь ваш короткий минут на 40 рассказ. Друзья, подскажите Екатерине, сколько нужно времени, чтобы все рассказать на выставке о себе перед открытием. Можно спеть чего-нибудь, стишок рассказать. Стихотворение, мне сказали, стишок нехорошо. А я стишки читал, свои какие-то эссе на открытии, я помню, и даже гитару и что-то там пел. Но это должно быть гармонично. Много не надо, затягивать не нужно. 2 часа достаточно. Хорошо, когда вы приглашаете искусствоведа за деньги, и он про вас расскажет. Вам же про себя не очень удобно, а он расскажет, и вы вроде бы слушаете, и все внимание на него. Он же не соврет, искусствовед же. Друзья, предлагаю вам в конце ролика посмотреть еще одно кино, 646, название кино. «Портрет – это сложно». Тоже там пишу кое-что в этом кино. Посмотрите, пожалуйста, и отметьтесь в журнале обязательно. Это мне помогает сильно.